Всем привет! Начну с главного, друзья. В связи с отключением монетизации на территории России, авторам каналов не будут платить за рекламу в их видеороликах. Хочу вам сообщить, что я буду продолжать вас радовать своими видео, но и к вам будет одна единственная просьба. Пожалуйста, при просмотре видеоролика оцените видео и подпишитесь на канал, если вам действительно интересен мой контент. Это будет лучшей благодарностью для автора. Спасибо за внимание. Приступаем к теме ролика. Легенды и мифы вокруг Египта завораживают и пугают одновременно. Истории о мумиях стали мотивами для разных хорроров, а исследования тел не прекращаются до сих пор. Ежегодно появляются новые и новые факты о правителях Египта. Сегодня я вам расскажу о самых известных мумиях Египта и их загадках. Приятного просмотра. Тутанхамон. Мумия фараона Тутанхамона была найдена в 1922 году британским археологом Говардом Картером. Ее нашли в египетской долине царей. Могилу грабили неоднократно. Однако сама гробница была забита драгоценностями, украшениями, позолоченными святынями и сокровищами. Также там нашли погребальную маску из чистого золота. Именно с этой находки началась беда на египтологию во всем мире. Ученые десятилетиями раздумывали над тем, убивали ли короля дитя. Но во время исследований тела стало известно, что фараон умер от ран, которые получил на охоте. Царь Тутанхамон стал фараоном в возрасте 9 лет и руководил примерно 10 лет. Также его имя связывают с легендой о проклятии мумии, когда партнер и финансист археолога умер. Однако смерть наступила вследствие укуса инфицированного комара. Рамзес II. Рамзес был также известен как Рамзес Великий. Его считают одним из самых известных египетских фараонов из-за его удачных походов и многочисленных памятников в его честь. Во время исследования мумии ученые обнаружили, что фараон участвовал во многих боях. На теле увидели следы от ран, артрита. Также фараон страдал сильной зубной инфекцией, от которой он мог погибнуть. Рамзес II управлял Египтом почти 60 лет и умер в возрасте 90 лет. Говорят, что он был отцом 100 детей. Его мумию нашли в 1881 году в долине царей. Тело фараона доставили самолетом в Париж в 1974 году для лечения от грибковой инфекции. А для пересечения границы ему дали египетский паспорт, где указали род занятий король. Меритамон. Инцест был привычным делом в древних империях. Меритамон была дочерью Рамзеса Великого, которая впоследствии и стала его женой вместе со сводной сестрой Бинтанатх. Меритамон пела для Амона, была жрицей Хатор, танцовщицей Гора и имела несколько титулов. Невероятная во дворце, возлюбленная повелителя дух земель, та, что наполняет двор благоуханием своего аромата. Ее похоронили в долине цариц. Она прославилась красивой статуей из известняка, которую построил ее отец. Также ее изображение можно встретить на стенах храма Абу-Симбела с другими членами семьи. Аменхотеп I. Мумия Аменхотепа I была обнаружена в 1881 году среди других перезахороненных мумий фараонов на археологическом участке Дейр-эль-Бахри на юге Египта. Второй фараон 18-й династии Египта после своего отца Яхмоса I, изгнавшего гиксосов и воссоединившего Египет, Аменхотеп правил примерно с 1525 по 1504 год до нашей эры. Исследователи раскрыли, что Аменхотепу I на момент смерти было примерно 35 лет. Его рост около 169 сантиметров, и фараон физически напоминал своего отца. Маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы. На него надеты 30 амулетов и золотой пояс с бусинами. Ученые не нашли признаков насильственных ран или изменений, связанных с какой-либо болезнью, однако были выявлены многочисленные посмертные повреждения
из-за грабителей гробниц. Изначально археологи полагали, что жрецы 11 века, 21 династия, до нашей эры собирались повторно использовать погребальный инвентарь, применяющийся для захоронения фараонов более позднего времени. Однако выяснилось, что целью было не перезахоронение само по себе, а исправление повреждений, нанесенных грабителями. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Если тебе понравилось видео, обязательно подписывайся на канал и оценивай лайком. Мирного вам неба над головой, друзья. Удачи и до встречи в будущем.